Привет! Меня зовут Таня Собченко, вы на канале Pitlane, и мы взяли на тест-драйв Toyota CHR. Признаюсь честно, первое впечатление от этого автомобиля у меня было неоднозначное. Броский интерьер вызывал скорее улыбку, чем серьезное отношение, но чем больше я встречала Toyota CHR на дорогах, тем больше мне хотелось ее протестировать. Весной 2020 года продажи гибридов впервые в Украине превысили продажи электромобилей. И больше половины из проданных гибридов украшает логотип Toyota или Lexus. Поэтому настало время протестировать, какой же он гибрид Toyota. Это мой первый гибрид. Toyota CHR производится в Турции и построена на той же платформе, что и Toyota Prius или Lexus UX, например. У Toyota CHR есть три варианта двигателей. Бензиновый турбированный объемом 1,2 литра на 116 лошадиных сил, гибридный объемом 1,8 литра на 122 лошадиные силы и гибридный объемом 2 литра на 184 лошадиные силы. Все гибриды представлены только с передним приводом, а вот бензиновый может быть как с передним, так и с постоянным полным приводом. У нас на тесте самый мощный гибрид с 2-литровым мотором. Карантин внес коррективы в наши летние планы, поэтому мы тестируем CHR в Украине. Мы приехали из Киева в Одессу, чтобы насладиться природой и морем и оценить реальный расход нашего гибрида. У автомобиля есть целый ряд конкурентов, если говорить о варианте с бензиновым двигателем. Например, это Volkswagen T-Roc или Hyundai Creta. По части оригинальности основным соперником можно считать Nissan Juke. А у гибридов в Украине основные соперники – это Honda CR-V. Это городской автомобиль, альтернатива хэтчбэк, но с тем же небольшим клиренсом. В нашем гибриде он составляет 142 мм, а его бензиновые собратья имеют клиренс 154 мм. Вот, поэтому мы не смогли приехать максимально близко к морю, но сделали все, что было в наших силах. У Toyota CHR небольшой багажник. Попробуем поместить все эти вещи. У большинства автомобилей расход топлива увеличивается в городе и уменьшается на трассе. Toyota CHR в этом плане исключение. Заявленный расход в городе составляет 4 литра, на трассе 4,5 литра, а в смешанном цикле 4,3 литра. У нас же получилось 6,6 литров. Мы проехали 1300 километров, и результат можно считать прекрасным, поскольку ехали мы на большой скорости. На автомобиле стоит двигатель внутреннего сгорания, высоковольтная батарея и электродвигатель. В полном гибриде Toyota CHR двигатели работают поочередно или вместе. Стартует кроссовер на электромоторе, а дальше к работе подключается ДВС. При торможении и движении накатом кинетическая энергия превращается в электрическую и заряжает батарею. Этот заряд используется электромотором, что позволяет отдыхать бензиновому двигателю. Преимущества гибридов неоспоримы. Производится меньше выбросов в атмосферу и экономится топливо, когда работает электродвигатель, а когда подключаются оба двигателя, у автомобиля больше мощности. К тому же нет необходимости искать зарядку. Мы смогли поехать в глухие места возле моря, поскольку кроссовер заряжает себя сам. Гибрид работает в 3 режимах, которые переключаются автоматически. В режиме Charge происходит рекуперация энергии и зарядка аккумулятора. В режиме Eco машина сама выбирает экологично оптимальный режим, а в режиме Power работают ДВС или оба мотора. Водитель может активировать режим EV Mode. Он дает автомобилю команду ехать исключительно на электротяге и не тратить бензин. Чтобы режим EV не отключился, нужно ехать плавно и не разгоняться более 50 км в час. Так мне удалось проехать 2,5 км. На сегодняшний день в Украине в линейке Toyota есть 4 гибридных модели – CHR, RAV4, Corolla и Camry. И именно CHR на официальном сайте японцы называют бриллиантом своего модельного ряда, а все благодаря футуристичному и стильному дизайну. Главная особенность внешности Toyota CHR – ее купеподобный дизайн и красивая современная задняя часть с антикрылом. Двухцветный кузов – современный тренд, у нас черные зеркала заднего вида и черная крыша.
Задние двери замаскированы за счет горизонтальной ручки поднятой крыши, добавился хромированный молдинг, а задние окна чуть ли не в 2 раза меньше, чем передние. Дверь багажника кажется миниатюрной за счет вписанной трапеции, которые охватывают выдающиеся задние фонари. Сзади машина выглядит как гоночный болид со сложным антикрылом, тонированным стеклом и эффектными задними фонарями, которые соединили в новой версии вот такой вот горизонтальной линией. В целом автомобиль сзади выглядит очень круто. В конце 2019 года дизайнеры обновили передний бампер и решетку радиатора, перенесли противотуманные фары на вертикальные элементы, и именно по ним вы можете отличить предыдущую версию от нынешней. Вся оптика светодиодная. Передние фары адаптивные и не слепят встречных водителей. У задних фонарей динамичные указатели поворотов. У автомобиля сильный наклон переднего и особенно заднего стекла, поэтому объем багажника небольшой, всего 290 литров. К тому же здесь располагается 12-вольтный аккумулятор и запасное колесо, которое необходимо возить нашим украинским покупателям, помня о реалиях наших дорог. Кнопки, которые автоматически закрывают багажник, здесь нет, поэтому мне как девушке необходимо применять физическую силу, чтобы красиво с первого раза закрыть багажник. Я чувствую себя в салоне комфортно, у передних сидений есть боковая поддержка, у сидения водителя появилась электрорегулировка поясничной поддержки. И хоть салон небольшой, с темным потолком, который сейчас в тренде, в машине уютно. И появилась неоновая подсветка центральной консоли и дверей. У внутреннего зеркала заднего вида есть автоматическое затемнение. Пассажиры второго ряда чувствуют себя менее комфортно, в дверях есть подстаканники и здесь достаточно места, однако через небольшие тонированные стекла видно не очень много. Современное мультифункциональное рулевое колесо имеет электроусилитель и подогрев во всех комплектациях. Бортовой компьютер расположен между колодцами приборов, а слева вместо тахометра расположен датчик режимов езды. Что мне неудобно, нету информации, которая мне нужна на одном экране. Это расход топлива, скорость, то есть я вынуждена нажимать несколько раз на руле, и дистанция до заправки. Есть 8-дюймовый сенсорный дисплей, возле которого добавили несколько кнопок, которые можно нажать или покрутить. У обновленного CHR новая система мультимедиа. Плюс добавилась система Android Auto, которую лично я не смогла протестировать, потому что официально она в Украине не представлена. Вот, поэтому я буду ждать официальную версию, простите меня, разработчики. Что не очень хорошо, у нас только один USB, поэтому в дальней дороге зарядить 2 телефона становится проблемой. Интеллектуальные системы безопасности делают за водителя все больше и больше. Автомобиль умеет мониторить слепые зоны и распознавать дорожные знаки. Автоматически тормозит, если фиксирует опасность столкновения. Есть функция возвращения в полосу движения, адаптивный круиз-контроль и освещение под угол вращения руля. Есть камера заднего вида, парктроники и система помощи при парковке. На гибриде CHR стоит бесступенчатая гибридная трансмиссия, которая работает от электромотора. Кроссовер очень динамичный, трансмиссия быстро реагирует и позволяет моментально ускоряться. Машина быстро набирает скорость за счет 2 двигателей. Разгон получается впечатляющий, до 100 км в час за 8,2 секунды. Максимальная скорость Toyota CHR 180 км в час. В бортовом компьютере можно выбрать режим Normal, Eco или Sport. В Украине не приняли закон, по которому с начала 2020 года должны были завозиться автомобили с экологическим стандартом Евро-6. Евро-6 – это когда выбросы углекислого газа не должны превышать 130 грамм на 1 километр пути. Но Toyota CHR все равно соответствует этим стандартам. Когда работает только электродвигатель, автомобиль едет тихо и не добавляет шума городу. Ездить в пробках – одно удовольствие. Можно не беспокоиться о запасе бензина и радовать попутчиков в соседней полосе своей улыбкой. Авто с двигателем 1,2 литра стоит от 730 тысяч гривен. Это 26 700 долларов. Гибрид с двигателем 1,8 литра стоит от 800 тысяч гривен. Это 29 400 долларов. Максимальная комплектация гибридной CHR с 2-литровым двигателем, которую мы тестировали, обойдется покупателям в 940 тысяч гривен, это 34 700 долларов. Резюмируя, Toyota CHR – европейский компактный автомобиль, нацеленный на экологичность.
Из основных недостатков это маленький клиренс и небольшой багажник, а из достоинств это мощность, это быстрый разгон, это экономность, это самый экономный автомобиль, который мне доводилось водить. Как городской автомобиль однозначно, да. А какому автомобилю отдаете предпочтение вы? Классическому с ДВС, гибриду или электрокару? Расскажите в комментариях. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.